Отчего-то так происходит, что город Чернобыль, давший свое имя атомной электростанции, многие люди путают с Припятью, 50-тысячным городом атомщиков, эвакуированным 27 апреля 1986 года. Припять – это современный город, основанный в 70-м году как моногород, строящийся АЭС, ну а Чернобыль – это старинный полесский город, основанный в 1193 году и давший свое имя атомной электростанции. 2 мая 1986 года основная часть населения Чернобыля была эвакуирована в связи с аварией на ЧАЭС, после чего Чернобыль получил статус закрытого города, а его многоэтажные дома были превращены в общежития, в которых вахтовым методом живут работники зоны отчуждения. История города Чернобыль очень интересна, и в этом эпизоде нашего сериала о Чернобыле мы расскажем про сам город Чернобыль, подробно изучим его улицы и даже побываем в гостях у работников зоны отчуждения. Город Чернобыль имеет давнюю историю. В старых кварталах города когда-то проживали евреи. Они поселились здесь еще во времена Речи Посполитой, толерантные законы которой позволяли евреям свободно здесь жить и заниматься бизнесом. Говорят, что именно в Чернобыле зародилось еврейское движение под названием хасидизм. Это весьма позитивное учение, чем-то напоминающее культуру хиппи. Что интересно, до самого конца XIX века Чернобыль оставался частным владением и принадлежал шляхтичам Хаткевичам, перейдя в собственность государства только в 1896 году. К началу XX века уже в составе Российской империи в Чернобыле были построены несколько синагог, пару молитвенных домов, женское еврейское училище и богадельня. XX век стал для Чернобыля во всех смыслах роковым. Сперва по городу прокатилась серия погромов, затем советская власть ликвидировала общину и часть евреев депортировала в Казахстан. Ну а оставшиеся евреи были расстреляны нацистами во время оккупации 41-43 годов. Немногочисленные еврейские семьи вернулись в Чернобыль после войны, но спокойная жизнь продолжалась здесь всего несколько десятков лет, и после 1986 года старая еврейская часть Чернобыля превратилась в город-призрак. На улице Ленина, 26, в старой еврейской части Чернобыля расположена синагога, которая некогда была одной из самых красивых синагог города. Здание синагоги очень старое. Оно построено в начале XVIII века, еще во времена Речи Посполитой. Вход в здание украшает звезда, но это не шестиконечная звезда Давида, а красная советская звезда. В советские годы синагога была переделана в военкомат, а после аварии на ЧАЭС использовалась как гауптвахта. Внутри от былого убранства здания остались лишь отдельные детали, напоминающие о прошлом города. Недалеко от синагоги на той же улице Ленина находится и старая больница, возведенная еще во времена расцвета еврейского Чернобыля. Это красивое одноэтажное здание с толстыми кирпичными стенами и сохранившейся лепниной над входом. Внутри больницы нас встречает длинный коридор, по обе стороны которого находятся палаты для пациентов. По своему прямому назначению больница работала и все советские годы, а после аварии 1986 года в это здание была эвакуирована Припятская медсанчасть номер 126.
Вокруг синагоги и больницы можно увидеть заросли дикого леса, в который превратились улицы древней еврейской части города Чернобыль. Сквозь деревья выглядывают черные окна кирпичных и саманных домов, построенных в характерном стиле еврейского местечка. Увы, старый Чернобыль умер навсегда, и никакой новой жизни в этих кварталах уже не будет. Ну а мы тем временем идем дальше и сейчас познакомимся с промышленными предприятиями города Чернобыль. В 1909 году братья Иван и Федор Марики построили в Чернобыле каменную паровую мукомольную мельницу с механической мастерской и плавильной печью. Это предприятие в дальнейшем переросло в чугунолитейный завод. В 1934 году завод пережил масштабную реконструкцию и, вплоть до аварии 1986 года, работал по прямому назначению, ну а затем прекратил свою работу. Чугунолитейный завод Чернобыля состоит из нескольких цехов, которые давно заброшены. Внутри можно увидеть части демонтированного заводского оборудования, а также брошенные автомобили. Кстати, этот чугунолитейный завод находится в самом центре города Чернобыль. Еще одним чернобыльским предприятием был судоремонтный завод, работающий с 1932 года. Завод обслуживал Днепровское пароходство и занимался ремонтом речных судов, барж и тому подобного. Уже после аварии 1986 года на базе судоремонтного завода здесь также работала судоразборная артель. В Чернобыльском затоне остались суда и баржи, которые подвозили сыпучие стройматериалы к строящемуся саркофагу ЧАЭС и получившие сильное радиоактивное загрязнение. Сейчас все эти баржи затоплены здесь же, на затоне, и над водами Припяти выглядывают их капитанские рубки. Недалеко от затона в Чернобыле сохранилась действующая Ильинская церковь, построенная в 1877 году и поддерживающаяся в весьма неплохом состоянии. В 1986 году Чернобыль эвакуировали, но уже в 1990 году в этой церкви начались нерегулярные службы, а с 2001 года регулярные. По большим религиозным праздникам автобусы привозят в эту церковь многих чернобыльских самоселов. А что же центр города? Центральная часть Чернобыля напоминает обычный небольшой постсоветский районный центр. Правда, на здешних улицах почти не увидишь женщин и вообще не увидишь детей. В закрытом режимном городе работают в основном мужчины. Тут и там видны остатки советской эпохи. Например, вот такое здание билетных касс, заброшенное с 1986 года. В центре города сохранилось здание бывшего Кагала. Некогда здесь собиралась еврейская община города, а в советское время здание переделали в Дом культуры, и по этому назначению здание работает и сейчас. Кстати, именно здесь летом 1987 года прошел суд над работниками ЧАЭС. В четырехэтажном здании в центре города некогда находился райком КПСС, а сейчас размещается администрация зоны отчуждения. Есть в Чернобыле и свой памятник Ленину, и, пожалуй, этот памятник здесь очень уместен.
Чернобыльский Ленин, грустный и задумчивый, стоит в какой-то нерешительной позе и смотрит на брошенные из-за советской радиационной аварии постройки. О радиационной аварии рассказывает и мемориальный комплекс «Звезда Полынь», созданный к 25-летию катастрофы. У входа на аллею памяти стоит трубящий ангел, выразительная скульптура из металлической арматуры, а сама аллея памяти представляет собой таблички с названиями сел, брошенных навсегда из-за аварии 1986 года. Сейчас город Чернобыль используется в качестве вахтового города для поселения работников зоны отчуждения. Они живут вот в таких небольших двухэтажных домах, переделанных в общежития. Кстати, обратите внимание на трубы водяных коммуникаций. В Чернобыле их не закапывают, а проводят по земле из-за загрязненности почвы радионуклидами. Вахта в Чернобыле длится 15 дней. И сейчас мы вместе с работниками зоны отчуждения зайдем в один из местных магазинов и пойдем в общежитие, чтобы послушать рассказы о зоне. Жека, ты с нами пойдешь? Жека, приходи, да. Все, да. У нас есть что. Вот это можно, как и себя. Знаешь, что там мне вчера Маслова звонила, что-то Шевардин не должен был забрать. Сейчас не влазишь. Так. Я не покажу это, ну, державный таблиц. Мультипаспорт. Все, можно заходить. Предром, это ко мне неудобно. Еще раз. Короче, так, ситуация следующая. Свет у нас проблема. Поэтому будем обходиться через. А лампочка света нет. Проводка хуйня. Это как бы хуже. Здесь как руководитель подсудно. Так что я не знаю, ребят, насколько оно будет актуально, такое помещение. Но оно все плюс-минус в таком же состоянии находится. Систематически умирает проводка, это лампочки, мы проверяли. Ну, типа маємо-шумаємо. Так, дезактивация. Я работаю 15 на 15. Вот, и через 1,5 дня, по сути 16-го дня, у меня перевахта. Еду на Киев. И, в принципе, это меня касаться на время перестает. А больше 15 дней нельзя в Чернобыле находиться? Юридически нет. Я в межвахту работать не имею права. Но по факту я могу заехать и вторым водителем, и по этому пропуску, если по своим нуждам и так далее. Угу. С проводкой беда, потому что проводка старая, наверное, еще с советских лет. Блин, как сказать. Оно все так рандомно накрывается, ну, в принципе, на самом деле не жаловались. Потому что вот это, там, обои, состояние, там, санузлов и так далее, ну, там, потом посмотрите, если что, оно нормальное, то есть есть хуже. Того, что Коля, походу, рассказывал, что процесс ликвидации последствий катастрофы он еще не закончен. Он длится с 86-го по сей день. Соответственно, когда он был в своем разгаре, на пике, у Слободича были рабочие места, были деньги, соответственно, люди жили, был приток молодых семей и так далее и тому подобное. Опять же, самый молодой город Украины. Сейчас он, ну, буксует, я бы так сказал, на месте. У нас большинство коллег из Слободича. Вот и стареет. Тут будет то же самое, только он уже и так старый, и так заросший, и так буксует.
Пойдет отток кадров, будут сокращения, люди будут все чаще уходить на простое. Это уже юридические моменты по поводу выплат зарплаты. Ну и все, и рано или поздно совсем все. А нет, он всегда будет вахтовым поселком. Вопрос в условиях, которые будут здесь создаваться. Либо не создаваться, скорее всего. Жека заблудился? Да, он не знает, где я живу, походу. Оно, скорее всего, просто эта вся территория будет превращаться постепенно в радиоактивную свалку, пока со всей Украины, а дальше то, что как бы журналисты у нас накручивают, что якобы это будет радиоактивная свалка со всей Европы. Да нет, что так оно и будет, на самом деле. Мне кажется, что потому что не погоджено, как минимум. Ну, пока не погоджено, да. Ну, ключевое слово пока, понимаешь? Но, тем не менее, у нас тут не территория там упадка, уныния и так далее. Мы с позитивом ко всему относимся. Иначе тут бы самоубийство было, мы бы персонала не напаслись на самом-то деле. Вот, опять же таки. Как-то так. Ну, так вот, к чему я клонил. Есть такой чувак, Алексей Тимофеевич Москаленко. Вот. И как-то раз мы были у него в квартире. Вот, это по строителей до упора, направо первый подъезд, и, по-моему, квартира по диагонали типа направо уходит. Что заходит, ратата рассказывает, вот, а это там ботиночки моей дочки, условно, и так далее. Тоже рассказывал, как ночь катастрофы. Вот, принимали там ребят на прудах водителя. Но это, конечно, сильная история. Жена его заставила в душ пойти. И говорит, если бы не она, может, меня бы уже и не было. По дороге домой нас сопровождают огни ночного Чернобыля, выглядящие абсолютно сюрреалистически. За старыми советскими окнами горят тусклые советские лампочки и видны старые шторы из эпохи 80-х годов. Во дворах нет машин, вокруг нет вообще ничего современного, и на какую-то секунду нам вдруг показалось, что мы, словно на машине времени, перенеслись обратно в 86-й год, в ночь перед аварией. И все еще можно исправить, еще можно успеть. Впрочем, это было лишь мимолетное впечатление.